12 сентября 2011 года организация «Голос», финансируемая американскими фондами, близкими Госдепу и ЦРУ, объявила о намерении фиксировать нарушение законов на российских выборах. Для этого совместно с интернет-изданием «Газета.ру» был создан сайт «Карта нарушений». За первые 2 месяца работы сайта размещенная на нем карта России оказалась усыпана жирными красными точками, как будто наша страна заболела тяжелейшей формой аллергии. Интенсивность сообщений на карту нарушений увеличилась по сравнению с предыдущими выборами в 10 раз, бодро отчитался 18 ноября один из лидеров «Голоса» Андрей Бузин. Секрет такого стахановского роста прост. В погоне за показателями создатели карты полностью пренебрегли достоверностью собираемых фактов. Поступающие на карту сообщения размещаются на карте вообще без какой-либо проверки, даже если они поступили из анонимного источника. Давайте посмотрим, как на самом деле фиксируются нарушения, о выявлении которых потом «Голос» рапортует на своих пресс-конференциях, а также в многочисленных публикациях в российских и западных СМИ. Давайте придумаем несуществующий город, позвоним на карту нарушений и сообщим, что в этом городе власти и Единая Россия творят полнейший беспредел. Алло, добрый день. А скажите, это карта нарушений, которая вот в интернете у вас есть? А можно сказать об нарушении? Я звоню вам из Архангельска, но нарушение на самом деле было не в Архангельске. У нас район Котлас, да. Вот в этом районе есть поселок Барыш, и в нем живет моя бабушка. Вот вчера я с ней говорила, и это Архангельская область. Котлас. Так вы быстрее найдете. Да. Вот, и бабуля моя говорила, что у них вот раздают там картошку, свеклу, разные овощи, машина приехала туда, вот, в этот поселок, и вот эти люди, они в таких каких-то плащах или футболках, вот как Единая Россия, за Единую Россию как бы. Вот, и они как бы это бесплатно раздают, и еще дают газеты всякие, вот. И вот как бы, чтобы голосовали старики, там, люди, которые там живут, чтобы вот за них голосовали, как бы как подкупают. Ну, то есть как подкупают их. Меня зовут Лена, но я, честно, не очень хочу давать фамилию, потому что я немножко боюсь, я учусь как бы, поэтому... Пожалуйста, спасибо вам. Ну вот, как мы видим, так просто и легко можно обмануть избирателя, правильно, можно разместить на карте абсолютно какую-то бредовую и неправдивую информацию. Поселок Барыш мне только что пришел на ум, то есть его нет. Давайте попробуем докрутить ситуацию до абсурда и придумаем какую-нибудь абсолютно не соответствующую реальности и здравому смыслу историю. Вот, например, эту, о том, что в городе почти у каждого мусорного бака стоят люди с жилетками с символикой Единой России и не дают выбрасывать в мусор листовки с этой символикой. Когда я пыталась ее выбросить, эту листовку, меня догнали и вручили мне ее обратно. Сказали, чтобы я шла с ней домой, а там уже, сама посчитаю нужным. Так, дописываем. Поставим, кто мы, избиратель. Нас, например, меня зовут, например, Марина. Пускай я буду ветеринаром. Давайте возьмем любую наугад, пусть будет Ставропольский край, да. А вот населенный пункт мы выдумаем. Пусть это будет поселок под названием Отходное. Так как мы отходим от мусорных баков, да,
и уровень выборов. Так, фотографий у нас нет. Нарушение правил уличной наружной агитации. Ставим тип нарушения. И отправляем. Все вы видели, да? Теперь отправляем. Сейчас времени 15:30. Посмотрим, через какое время появится эта информация на сайте «Карта нарушений от Голоса». Ну, как мы и ожидали, через 5 минут появилось наше сообщение на сайте «Карта нарушений», и оно автоматически получилось у нас нарушением выборов избирательного процесса. Можете в этом убедиться, можете просмотреть все, как мы и писали. Наш выдуманный город тут же. Вот. И все наши слова. Хотите знать, почему авторы карты так доверчивы? Почему члены организации «Голос» открыто празднуют каждую сотню и тысячу зафиксированных нарушений как свои юбилеи? Дело тут не только в общей рабочей задаче опорочить, делегитимизировать российские выборы, но и в глубокой личной заинтересованности. Просто от числа зафиксированных в том или ином регионе России нарушений прямо зависит финансирование местного отделения «Голоса» на послевыборный период. Нетрудно догадаться, что львиную долю этих баек они попросту придумывают и отправляют себе сами. Что дальше? После выборов нам и всему миру будет с пафосом объявлено о небывалом масштабе фальсификаций в пользу победителя. Финансируемые теми же зарубежными структурами, что и «Голос», маргинальные политики выйдут на улицы, и мифические нарушения с карты окажутся поводом всерьез требовать пересмотра итогов голосования, а заодно и всего государственного устройства России. Эта связка маргинальных революционеров и подыгрывающих им псевдосудей – классическая технология оранжевых государственных переворотов, которые за последние десятилетия были организованы американцами в Сербии, Грузии, на Украине и в ряде других стран. Эти люди, выступающие под демократическими лозунгами, на самом деле являются главной угрозой российской суверенной демократии. Помни об этом, и ты сможешь противостоять этой угрозе.